Человечество знает немало удивительных историй любви. Одна из них произошла в IV веке до нашей эры в Афинах. Кратет и Гиппархия, пожалуй, самая необычная философская семейная пара в истории античного мира. Мы расскажем вам об эпатажной, но счастливой любви двух профессиональных циников в латинском произношении или киников в греческом. Основанная Антисфеном и прославленная эталонным мудрецом всех времен и народов Диогеном, киническая традиция существовала почти 1000 лет, вплоть до самого конца античности. Киники призывали к переоценке ценностей почти в ницшеанском смысле. Они высмеивали все, что было дорого приличному афинянину. Статус гражданина, богов, науку, брак, социальную и гендерную иерархии. Жить они предлагали по природе, то есть подобно животным, у которых нет домов, одежды, государств, рабов, господ и тому подобное. Киники не женились, жили где попало, не стригли волосы и ходили босиком. Кинические перформансы снискали им славу грязных извращенцев и бомжей, а Диогена называли сошедшим с ума Сократом. Кто в здравом уме станет плевать в лицо своим благодетелям? Или добровольно откажется от власти и богатства? Кто станет питаться с помоек, ночевать в общественных банях и ходить зимой в жалких лохмотьях? Зачем жевать сырое мясо, когда его можно поджарить? А занятия сексом на городских площадях и публичная мастурбация? Разве это нормально? Киник многим казался существом до отвращения неадекватным. Как подобное чудовище могла полюбить красивая и образованная девушка из знатной и богатой семьи? Тем не менее, Гиппархия полюбила Кратета. Кратет принадлежал ко второму поколению киников. В Афинах он был метеком, чужаком без гражданства. Так же, как и полукровка Антисфен, бывший раб и фальшивомонетчик Диоген, и сама Гиппархия. Кратет перебрался сюда после того, как Александр Македонский в 335 году до нашей эры разрушил его родные Фивы. В противоположность киникам первого поколения он был знатного рода и унаследовал немалое состояние, которое добровольно раздал. После чего поставил себе нравственную задачу служения добродетели, перед которой все люди равны – метеки и граждане, мужчины и женщины, господа и рабы. В отличие от неуживчивого Диогена, Кратета любили за мягкий нрав и готовность помочь, называя открывателем всех дверей. Многие афиняне так и писали на дверях. Здесь вход для доброго гения Кратета. Такие дома Кратет мог посещать без приглашения. Из лайт-версии кинизма в исполнении Кратета вылупилась еще одна великая философская школа – стоицизм. Ее основатель Зенон Китийский был учеником Кратета. Киник учил его, что если судить только по обилию удовольствий, то ни одну жизнь нельзя признать счастливой. Значит, нужно искать счастье в чем-то другом, отказавшись от ложных целей и ценностей. «Я гражданин темноты и бедности, а они неприступны для судьбы», — говорил Кратет. Какой ущерб может причинить судьба человеку нечувствительному к невзгодам? Что может отобрать судьба в лице завистника или вора, если у тебя ничего нет? Когда Александр Македонский предложил Кратету восстановить его родные Фивы, Кратет отказался. Зачем? Если появится какой-нибудь новый Александр, который возьмет и разрушит их снова. Босиком в коротком плаще, надетом на голое тело. С нищенской сумой и посохом странника Кратет бродил по Афинам, ночевал на улицах, в банях и храмах, уча людей довольствоваться тем, что есть. Кратет считал брак трагедией, отношения с гетерами — комедией, а распутство — дорогой к безумию. Как же тогда он женился? Можно сказать, что его взяли измором. Когда умница и красавица Гиппархия заявила родителям, что хочет выйти замуж за Кратета, они пришли в ужас. С одной стороны, Кратет — человек положительный, вина не пьет, за юбками не волочится, занимается закаливанием и гимнастикой. С другой — это самый настоящий античный бомж. К тому же не молодой и уродливый. Как вообще такого могла полюбить Гиппархия? А очень просто сработала реклама Митрокла, родного брата Гиппархии, восторженного поклонника Кратета.
Гепархия твердо решила выйти за него замуж, а маме и папе заявила, что покончит с собой, если они ей будут препятствовать. Родители погоревали и сдались. Дело осталось за малым — уговорить самого Кратета. Как только бедный философ не пытался образумить влюбленную барышню, ничего не помогало. В качестве последнего аргумента Кратет сбросил с себя лохмотья и, оставшись голым, объявил: это все, что он может дать будущей супруге. Но Гепархию это не испугало. Она обнажилась в ответ и стала рядом с избранником. Диоген Лаэртский сообщает, что Гепархия любила в Кратете все — его уродство, его образ жизни, его философию. Она занималась с ним любовью на глазах у всех, демонстрируя пренебрежение патриархальными предрассудками. Она одевалась, как он, и не отходила ни на шаг, даже когда он побирался по чужим застольям. В обществе, жившем по правилам древнегреческого домостроя, женщина была чем-то вроде старшей служанки. Но с Гепархией все было иначе. В браке она научилась не только делать гимнастику, обливаться холодной водой и довольствоваться малым. Она стала настоящим философом и оратором. Сохранился рассказ о ее диспуте с Феодором Безбожником о смысле добра и зла. Если нет дурного в том, что делает Феодор, не означает ли это, что нет дурного, когда то же самое делает Гепархия? Спросила она. Феодор согласился. А если Феодор ударит Феодора, в этом нет ничего дурного? Задала она следующий вопрос. Феодор снова кивнул, после чего получил увесистую оплеуху от женщины. В отместку он порвал свою одежду и предстал перед Гепархией в голом виде, надеясь, что она оскорбится и покинет собрание. Но Гепархия вела себя так, как будто ничего не произошло. Эта история вдохновила самого Диогена написать ей: «Я восхищен, женщина, твоей страстью к философии и тем, что ты примкнула к нашей школе, суровость которой даже многих мужчин отпугнула. Более того, в письме к жителям фракийского города Маронеи, откуда была родом Гепархия, Диоген хвалил их за то, что они переименовали город в Гепархию. Парадокс, но история любви двух киников свидетельствует об относительности самих кинических истин. Киники не верили в созидательную силу любви. Антисфен считал ее пороком природы и даже грозился застрелить из лука Афродиту. Женившись, Кратет не только порадовал эту богиню, но и, видимо, вопреки убеждениям, обзавелся кое-каким домохозяйством. Иначе сложно представить, как супруги воспитывали 3 детей — сына Пасикла и 2 девочек. Правда, судя по письмам, Кратет не оставил кинического образа жизни и покидал семью, чтобы бомжевать в Афинах. В письмах он хвалит Гепархию за то, что она не бросает атлетические упражнения во время беременности. Призывает ее заботиться о нашем щеночке, хорошо кормить и закалять в холодной воде. А когда Пасикл подрастет, отправить его к отцу. Считается, что в Афинах Кратет первым делом отвел сына в бордель, а для дочерей и их потенциальных женихов придумал пробный брак сроком на 1 месяц. Возможно, эти сведения — выдумка, хотя они вполне в киническом духе. Впрочем, о безнравственности Кратета и Гепархии ходило немало анекдотов. Слишком уж нестандартным был их брак, но в нем всегда было место нежной заботе друг о друге. Например, философ укоряет жену за то, что она посылает ему собственноручно сшитый плащ и вещи на зиму. Разве хозяйственные дела, а не философия, являются целью их брака? Но увещевания не помогают. С фирменной настойчивостью Гепархия пытается приодеть мужа, не обращая внимания на то, что ломает Кратету имидж идейного бомжа, над которым он работал долгие годы. Но если не считать мелких разногласий, жили супруги долго и счастливо. Кратет умер в весьма преклонном возрасте и был похоронен в родной Беотии. Гепархия пережила своего знаменитого супруга. Но о том, как сложилась дальнейшая судьба женщины-киника и ее детей, нам, к сожалению, ничего не известно. Если вам понравился наш рассказ, ставьте лайк и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые захватывающие истории. Пишите свое мнение в комментариях и обязательно нажмите на колокольчик, чтобы первыми узнавать о выходе наших видео.
Спасибо за просмотр и до встречи в новых выпусках.